Ha, ne oldu? Bugün de benim mallarımın üzerine mi çöktü? Düzgün konuş Aras. Reyhan hiçbir şey duymayacak. Yani kesin sizin ortak cinayetiniz falan vardır. Benim mutluluğum elimden alınmış. İkincisine izin vermeyeceğim. Duydun mu? Git hemen konuş Emre'yle. Sus Aslı sus anlatma bana. Geberteceğim o iti ya. Aras! Aslı'ya nasıl dokunursun lan sen? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. 4-я серия сериала «Пульс Чарпнт» стала настоящим вихрем эмоций. В начале серии Аслы не может прийти в себя от внезапного и эмоционального момента, который она разделяет с Арасом. Арас пытается утешить ее, пока она плачет, но ее внезапно переполняют эмоции, и они целуются. Но после этого поцелуя Аслы злится на себя и не верит своим глазам. Она отталкивает Араса и быстро уходит, почти задыхаясь. Слезы, струящиеся по ее лицу, когда она идет по улице, и макияж, который она пытается стереть разбитым зеркалом, вот верный признак того, что она переживает. В этот момент сестра Араса, Эмель, замечает состояние Аслы и спрашивает, что случилось, но Аслы, не сказав ни слова, уходит из особняка. Эмель тут же спрашивает брата о ситуации. Когда Арас с легкой улыбкой отвечает «Ничего страшного», Эмель понимает ситуацию и предупреждает его: «Если моя мать, Фиген Ханем, узнает, все станет плохо. А если узнает мать Аслы, Хулья, она пригласит тебя за свадебный стол». Арас со своей обычной непринужденностью пытается выйти из ситуации, говоря: «Меня никто не сможет так просто затащить за этот стол». Тем временем Аслы возвращается домой в смешанных чувствах, но в ее голове хаос. Ее сестра, Сезин, чувствует что-то странное в ее поведении и постоянно зовет. Узнав, что Сезин пришла с улицы, Аслы встревожена тем, что они оставили мать и Мурата одних. Когда они спешат домой, то слышат крик Хюльи Ханем: «Не делай этого», и в панике вбегают внутрь. Но то, что они там увидели, повергло их в шок. Оказывается, Хюлья Ханем и Мурат просто шутили и притворялись. Расслабившись, Аслы на мгновение улыбнулась, но затем слова матери «Мы никуда не пойдем, я здесь главная» вызвали у нее раздражение. Когда мать сказала «Хочешь, иди», она сердито ответила «Хорошо, я пойду», собрала вещи и вышла из дома. Эмоционально истощенная Аслы пошла, не зная, куда идти, и одновременно вспоминая о своих отношениях с Арасом. В этот момент Эмре позвонил и пригласил ее на пляж. На пляже Эмре сделал предложение Аслы, той самой, которую не смог сделать. Желая сбежать от всего, Аслы согласилась. Но на этом все не закончилось. Эмре тут же позвонил Арасу и сказал: «Мы с Аслы поженимся, мы уедем за границу». Лицо Араса застывает, когда он получает эту новость. Он говорит: «Я сейчас не могу», и вешает трубку, но его мысли снова возвращаются к Аслы. Его племянница Бериджик замечает перемену в дяде, но Арас не обращает на это внимания. Тем временем Бериджик получает сообщение с секретного номера: «Заплати долг, Мелике, иначе будет плохо». Девушка напугана, но не может никому рассказать. Вернувшись домой, Аслы обнаруживает, что ее мать все еще готовится к переезду. Несмотря на настойчивость Хюльи Ханем, Аслы на этот раз соглашается. В этот момент раздается стук в дверь, и это Арас. Входит Арас, а Аслы с удивлением смотрит на него. Аслы сердито спрашивает: «Что ты делаешь?» Арас отвечает: «Я звонил, но ты не ответила. Я хотел поговорить лично». Тон Аслы суров, и она отмахивается: «Если я не ответила, значит, не хочу разговаривать». Но когда Арас заговаривает об Эмре, ситуация тут же накаляется. Когда Арас пренебрежительно говорит: «Поздравляю с женитьбой на таком человеке, как Эмре», Аслы злится еще сильнее. «Эмре честный, смелый и по-настоящему любит меня». Защищает она своего жениха. Как только Арас собирается рассказать Аслы об Эмре, входит Сезин, наполняя воздух холодом. Вечером между Рейхан и Хюльей происходит бурный обмен чувствами. Хюлья обеспокоена решением Аслы уехать в Данию и просит Рейхан отговорить ее. Рейхан звонит Аслы и просит о встрече.
Ослы идет, но приходит в ярость, увидев свою мать с Рейхан. Хюлье и ослы серьезно ссорятся в присутствии Рейхан. Эта сцена – одно из самых напряженных противостояний между матерью и дочерью. В отличие от матери, Рейхан поддерживает ослы. Она даже предлагает помочь ей и Эмре, предложив Эмре работу в своей компании, если он попросит, но ослы отказывается. Рейхан говорит: «Тогда я хотя бы проведу свадьбу». Это заявление полностью меняет баланс сил в сериале, потому что Фиген, услышав это, сходит с ума. Тем временем в особняке все становится еще сложнее. Эмре приезжает в особняк, не подозревая, что ослы узнала правду об Арасе. Ослы подслушивает их разговор, споря с Арасом, и все узнает. Ее сердце снова разрывается. Она ругает Эмре и отталкивает его. Эмель и Бирджик вмешиваются и выводят Эмре на улицу. Когда Рейхан выходит в сад, она не находит ослы. Эмель пытается скрыть инцидент с помощью оправданий. Акан тоже в деле. Он звонит Хюлье и просит ее подойти к Рейхан Ханем под предлогом похода по магазинам. Хюлье принимает эту идею. Рейхан Ханем берет ослы с собой за покупками, но Фиген Ханем заблокировала их карты. Рейхан Ханем в ярости и быстро улаживает ситуацию. В это же время Бириджик получает в салоне еще одно сообщение, на этот раз с ее фотографией. Она дрожит от страха. Ослы успокаивает ее и говорит: «Надо кому-нибудь об этом рассказать», но Бириджик в ужасе. Наконец ослы решают рассказать Арасу. Они идут к Арасу вместе. Увидев ослы, Арас ехидно говорит: «Тебе не нужен был повод, чтобы увидеть меня». Затем он берет телефон Бириджик и пишет ей: «Я достану деньги, где мы встретимся». Ослы обеспокоена и спрашивает, что ты собираешься делать, но Арас ее отталкивает. Ослы следуют за ним, и между ними завязывается жаркая перепалка. Арас спрашивает: «Ты меня боишься?» Услышав это, ослы смотрят ему в глаза и говорит: «Ты мне не нужен». Арас на мгновение замолкает, затем произносит: «В самом деле». «Хорошо», и уходит. В конце серии Рейхан Ханем ведет Хюлью и ослы по магазинам. Хюлья делает покупки для себя, а не для дочери. Рейхан Ханем пытается улыбнуться, но противодействие Фиген Ханем снова обостряет ситуацию. Арас ночью отправляется к месту получения таинственного послания, а ослы следуют за ним издалека. Тем временем Хюлья Ханем подслушивает разговор Араса и ослы дома. Эта сцена похожа на финал сериала. Пока Хюлья молча ждет в темном коридоре, Арас поворачивается к двери, никого не видит и говорит: «Ослы, до свидания». На глаза ослы наворачиваются слезы, она хочет что-то сказать, но язык не тянется. Арас уходит. Хюлья выходит из тени и оглядывается, словно говоря: «Это только начало». На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Пока.